Та новость, которую хочется без всяких уже ироний дополнить теплыми словами, словами поддержки. Блокадницу Людмилу Васильеву задержали в Петербурге около Соловецкого камня. Да просто не глядя, взяли и задержали блокадницу в День Победы. В День Победы с 85-летнюю женщину, мои слова поддержки, женщина, сердца всего народа с вами. И я надеюсь, вы понимаете, что не стоит путать народ и тех, кто вас задержал. Доставили ее в 43-й, ну, опять же, если все это право, да, но, ну, правда, мне уже в нескольких это попалось площадках, «Новая газета» в данном случае, Европа публикует подробности. В 43-й отдел полиции, ну, запоминаем, да, что не имеет отношения к народу, видимо, что-то антинародное, сообщает это бумага, по крайней мере, некое издание. Не прикрывайте свои преступления народной победой, было написано на плакате, с которым она пришла к мемориалу жертвам политических репрессий. Ну, мне хочется поддержать эту женщину, дай бог ей здоровья, долгих лет жизни. Вот Людмила Васильева, услышьте меня, пожалуйста. Вы вообще не к тем обращаетесь. Кому вы обращаетесь? Что они куда прикрывают? Они по площади прогнали японскую армию, которая была германская армия, фашистская, гитлеровская, и их союзники японская. И у них по площади прошла Северная Корея. Ну, это сейчас на Северной Корее, тогда это была провинция Японии. К кому вы обращаетесь, простите, глубоко уважаемая Людмила Васильева, дай бог вам здоровья. Но тем не менее, Васильева антивоенная активистка, ее несколько раз, ну естественно, она же видела, что такое война, блокадница, ее несколько раз задерживали на митингах, в том числе в начале полномасштабного российского вторжения России в Украину. В июне 2024 года Васильева официально заявила об участии в выборах губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженка, но не смогла собрать достаточно подписей. Кто же ей разрешит? И просто не принимают, ну все мы это все знаем, господи, почему все время это как-то полушепотом жуют между зубами. Конечно, не дали, я думаю, что... Напишите, вот у меня не вырезают комментарии людей, то, что они думают. Ну что, вот собрали бы ваши, вот к вам бы пришли ее представители за подписью. Я бы не задумываюсь, я вообще в политике не принимаю участие, это мой принципиальный выбор. Это тот случай, когда бы я сделал исключение. Вот просто потому, что я знаю, что она много видела и, соответственно, много мудро понимает. Мне даже вот первый случай, когда мне не надо было бы ее никакой программы. В Петербурге при попытке также это дополняют слово защите, некое проведение пикета, задержана блокадница, даже вот показывают ее плакат, такой страшный плакат, там А4 бумажка. Жуткое, короче говоря, дело, друзья мои, я с своей стороны повторюсь, одни только сплошные теплые слова поддержки, прекрасная женщина, которая позволяет верить в то, что в этой стране живут прекрасные, честные, отзывчивые, где-то запуганные, где-то уже несущие огромные потери в борьбе за свою свободу, добиться свободы законными методами, может только в том случае, если свобода защищена законом, законом она запрещена, каждый приказ, каждое новое решение, законные, подзаконные акты, все ведут на то, что свободы ограничиваются. Ну и все. Роскомнадзору привет. Это война против народа Российской Федерации. Поэтому мои слова поддержки любому, кому это не нравится, то есть любому адекватному, причем столь героическому человеку. Мои слова: долгих лет, процветания, здоровья, силы, мужества. Ну, мужества тут желать нечего. Это еще и поделиться может своим личным примером. Данный мужественный человек. Так что, друзья мои, беречь всем себя, здоровья, процветания вам, вашим близким, мудрости. Ну и как все было сказано. Увидимся.